сейчас, если говорить совершенно откровенно, Иран не может пойти на какие-то серьезные компромиссы в своей позиции по ядерной проблеме. Почему? Потому что внутри иранской элиты, в общем, идет борьба, серьезная борьба, и поэтому до выборов, мне кажется, эта борьба будет продолжаться, и лишь после президентских выборов в Иране, возможно, будет определенная, я не говорю абсолютная, но определенная стабилизация, которая позволит руководству, новому руководству страны, я имею в виду исполнительной власти, уже делать более такие конкретные шаги навстречу шестерке. И вот этот момент очень важный, тем более еще вы знаете, что после объявления, уже вернее официального вступления эмбарго в действие с 1 июля, объявлено это было в январе этого года, иранцы предприняли несколько очень таких серьезных шагов. Я имею в виду с понедельника, с 2 июля начались очень мощные авиационно-ракетные учения под кодовым названием «Великий пророк-7». Они будут продолжаться 3 дня, значит, еще завтра. Там испытывают практически, насколько СМИ говорит, будут испытывать все системы ракетные Иран. И самое интересное, что иранцы подготовили макеты якобы американских баз на своей территории, куда будут, собственно, запускаться и запускаются эти ракеты. Это показатель силы. Больше того, насколько я знаю, иранский меджлис сегодня, точнее не меджлис, а комитет по безопасности и международным отношениям, подготовил законопроект о перекрытии Ормузского пролива, если ситуация с эмбарго нефти, которую объявил Евросоюз, будет угрожать интересам Ирана. И практически одновременно Соединенные Штаты и Великобритания заявили о том, что это будет означать объявление войны. То есть... скажите, пожалуйста, еще такой момент. А вот внутренняя ситуация в Иране, она разве сейчас не способствует росту недовольства в стране, внутреннего недовольства? Безусловно, я об этом не сказал, ведь хотя официально начали действовать санкции с 1 июля, но почему с 1 июля? Хотя Евросоюз договорился об этом 23 января. Почему? А потому что многие компании европейские имели контракты с Ираном, и вот последние контракты заканчивались как раз перед 1 июля. А новые контракты уже никто из этих компаний западноевропейских уже не стал заключать. Поэтому такое вот число 1 июля возникло. И, безусловно, по моим подсчетам, Иран может потерять в год около 20 миллиардов долларов из-за того, что не будет поставлена нефть из Ирана. А если добавить сюда очень большое сокращение закупок нефти у основных потребителей иранской нефти в Юго-Восточной Азии, я имею в виду Южную Корею, Китай, Япония и так далее. То есть эта цифра еще больше возрастет. Конечно, для, в общем-то, мощной экономики Ирана это не катастрофа, но это большой-большой удар. Уже сейчас, я неоднократно говорил, в ноябре $1 стоил 11 тысяч реалов иранских, а в апреле $1 стоил уже 22 тысячи, то есть 2 раза. Инфляция, по официальным данным сегодня, порядка 22%, хотя по неофициальным данным, там даже иранские экономисты говорят до 40%, а западные даже до 60% инфляция. Цены растут просто катастрофически. На хлеб, например, за несколько недель выросли на 70%.
И такая ситуация, конечно, безусловно, вызывает недовольство в стране, и не только среди населения, но даже среди правящей элиты. На протяжении последнего времени, когда только объявили европейцы, вернее, начались разговоры об нефтяном эмбарго в декабре прошлого года, в Меджлисе стали обвинять президента Ахмадинежада в том, что он довел страну до этого и до нефтяного эмбарго. И поэтому, конечно, те реформы, которые начал Ахмадинежад некоторое время назад, экономические реформы, они, конечно, сделали свое отрицательное дело. Хотя они для будущего Ирана, в общем-то, были положительными, но в данный момент это был сильный удар по экономическим, так сказать, базам Ирана, которые существовали много лет. А эти санкции, а мы знаем, что есть санкции Совета Безопасности ООН, 4 резолюции санкционных, есть санкции Соединенных Штатов разные, и есть санкции Евросоюза. Так вот, последние санкции, которые я имею в виду, это банковские санкции. Второе, вот санкции, запрет на страхование судов, танкеров, которые перевозят иранскую нефть, и нефтяное эмбарго, вот 3 этих таких области санкционных, они очень сильно ударили по экономике Ирана. Ситуация вокруг Ирана очень давно не является очень для Ирана благополучной. От Афганистана через Пакистан, со странами Персидского залива, саудовцами, с которыми у них никогда не было очень благополучных отношений и так далее. То есть Иран в этой среде, в общем, существовать привык. У него есть определенные механизмы как во внешней политике, так и с очень специфическим типом экономии, типов автаркии, которые Иран применяет для того, чтобы как-то научиться существовать в этом режиме. Ситуация с угрозой серьезного удара по Ирану не представляется однозначной. Мне кажется, что как минимум в серьезной политической перспективе, то есть до выборов и смены президентов Соединенных Штатов и, наверное, до выборов в Иране, мне кажется очень маловероятным удар по Ирану. При помощи этого удара, если это просто будет ракетный удар, никаких серьезных проблем решить Соединенным Штатам не удастся, а те проблемы, которые могут возникнуть, они, мне кажется, чересчур серьезны для того, чтобы в такой ситуации, как сейчас, могли бы на это пойти американцы. Я говорю, американцы, а не израильтяне, это все-таки не одно и то же. Представить себе апокалипсис в виде сухопутного вторжения в Иран мне чрезвычайно сложно. Представить себе до того, как произойдет то, что произойдет в Сирии, что начнется вот вся эта заварушка вокруг Ирана, тоже достаточно сложно. Однако, отвечая на тот вопрос, который доктор Сажин задал, я бы сказал, что это нетипично для общественного мнения в Армении, что если на вопрос, как реагируют в Армении на то, что происходит вокруг нас, я бы ответил, что с беспокойством реагируют и с большим беспокойством реагируют. В этом смысле то, что я говорю, это не очень типично для нашей страны. Иран это порядка 30% экспорта, то есть вот через Иран и из Ирана это порядка 30% экспорта. Иран, хотя это совершенно негласно и неформально, но это один из гарантов той ситуации, которая есть на Южном Кавказе. Иран это это один из 2 наших соседей, с которым граница открыта. И Иран это страна, с которой у Армении прекрасные экономические, с поправкой на специфику вот этой иранской модели, у них рынок очень закрытый. И, в общем, очень хорошие политические взаимоотношения.